вот, друзья, я за привычным рабочим столом, и сейчас происходит пора отпусков. Ну, может быть, у кого-то отпуск еще не начался, у кого-то он в самом разгаре, и самое время поговорить о том, как снять видео, которое называется «Воспоминания». Ну, почему, собственно говоря, «Воспоминания»? Потому что это нарезка из лучших, ярких, самых запоминающихся, самых шикарных кадров, которые вы сняли, будучи в отпуске, где-то в поездке, на каком-то событии там и так далее. И до этого мы уже с вами делали слайд-шоу из наших фотографий в таких программах для монтажа видео, как InShot и CapCut. А сегодня у нас с вами будет обзорчик такого замечательного приложения, как VN. Ну, почему обзорчик? Мы, как говорится, сразу из места и в карьер, и сделаем с вами монтаж видео. Я не буду вас долго водить по пустыне, как Моисей 40 лет. Мы с вами непосредственно откроем приложение VN, сделаем на нем монтаж. Я покажу самые необходимые фишки этого приложения, которые необходимо использовать для создания наших видеороликов. И почему, собственно говоря, приложение VN? Да, на самом деле все очень просто. Во-первых, это приложение имеет набор стандартных бесплатных функций без подписки, что на Android, что для iPhone. Функций для того, чтобы достаточно смонтировать качественный, красивый ролик. Во-вторых, там достаточно интуитивно понятный, простой интерфейс, которым очень легко пользоваться. И в-третьих, что достаточно важно, это очень богатый инструмент цветокоррекции. Да что там говорить богатый? Он позволяет использовать собственные луты. Это, согласитесь, не каждое приложение умеет делать, и это очень даже круто. Ну и, друзья, хватит уже, наверное, болтать. Напомню вам, что вы находитесь на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджио, и приступим к монтажу нашего видео. Полетели! Итак, друзья, открываем наше приложение VN. Пропускаем рекламу, сверху нажимаем «Пропускать». И видим вот такое вот незатейливое меню. Мы с вами обязательно в следующих видео познакомимся с какими-то дополнительными фишками этого приложения. Но сегодня мы делаем с вами простой монтаж. Внизу кликаем плюсик. У нас открывается вот такое вот окошко, и мы видим ножнички и новый проект. Нам нужно нажимать сюда. После чего у нас открывается окно, где мы можем сразу сделать выборку наших видеофрагментов, который мы будем монтировать в наш видеоролик. Ну, как вариант, вы можете в библиотеке создать дополнительный раздел и куда поместить ролики, которые вы будете в конкретном видео использовать, то есть сделать предварительный монтаж. Итак, давайте я добавляю сюда кусочки видео. Пока у меня будет их 5, я объясню почему. А на самом деле мы с вами будем создавать видеоролик, воспоминания, где каждый фрагмент будет длиться ровно секунду. Таким образом, у нас будет 15 фрагментов, и ролик будет длиной 15 секунд. Внизу видим синюю стрелочку, нажимаем на нее, и все наши видеоролики помещаются на таймлайн. Дальше, друзья, для того, чтобы нам удобнее с вами было работать, нам необходимо раздвинуть двумя пальчиками вот таким вот образом таймлайн, для того, чтобы нам удобнее было выбирать фрагмент именно длиной 1 секунду. Прям до конца раздвигаем наш видеофайл. И слева внизу под снимочком мы с вами видим длину этого фрагмента. И, соответственно, нам необходимо оставить ровно секунду. Для этого я выбираю интересный момент. То есть для начала я выбираю начало своего фрагмента. Вот у меня будет. Нажимаю ножницы. В этом месте произошел разрез. Я кликаю на ту часть фрагмента, которая мне не нужна. У меня всплывает такое желтенькое окошечко. Там справа есть корзинка. И удаляем этот фрагмент. И теперь отмеряем ровно секунду. Если, друзья, мы с вами отрезали слишком много и нам необходимо вернуть наш фрагмент, не обязательно его удалять, добавлять заново, кликаем на него, у нас справа и слева появляются вот такие вот уголочки, и мы можем растянуть наш фрагмент, вернув ему соответствующее время. Итак, давайте еще раз сделаем. Так, вот у меня появляется лучик в этом месте. 1 секунду. Нажимаю ножнички. Ненужную часть файла, кликаю и удаляю. То же самое мы с вами проделаем и с другими фрагментами.
Теперь, соответственно, я выбираю 2 секунды, нажимаю ножницы, выбираю ненужную часть файла и удаляю. Таким образом, мы делаем ровно секунду каждого нашего фрагмента, выбирая начало и конец этого воспроизведения. И теперь, друзья, если нам не нравится порядок этих файлов, наших фрагментов, мы можем их переместить. Для этого нам необходимо просто-навсего нажать и удерживать миниатюру нашего видео и переместить в необходимый нам раздел, в необходимое место. Вот таким вот образом. Также, друзья, вы всегда можете сюда добавить дополнительное количество файлов. Если вам какой-то видеофрагмент не понравился, вы можете его удалить. Слева нажимаем на миниатюрку кинопленки и добавляем какой-нибудь другой фрагмент. Таким образом у нас появляется новый фрагмент, с которым мы дальше можем работать. Итак, друзья, после того, как мы с вами разместили необходимое количество видеофрагментов, а их должно быть в моем случае 15 по 1 секунде, для того, чтобы получился клип, динамичный, интересный клип на 15 секунд. Теперь, друзья, я вот хочу вам показать еще что. Если у вас достаточно скучный фрагмент, в нем отсутствует динамика, вы всегда можете добавить фейковое движение. Вот, например, у меня турецкий флаг, снятый из окна. Я хочу сюда добавить немножко динамики. Я выделяю этот фрагмент, внизу отматываю, выбираю здесь такую функцию, как зумировать. И, как вы видите, здесь можно отдалить, приблизить, сделать движение вправо, влево, вниз, вверх. Мне нравится приблизить. Я сделаю приблизить вот таким вот образом. Кликаю галочку. Все, у меня добавилась динамика, и у меня появился интересный и новый эффект в мой вот этот коротенький фрагмент. Ну что, друзья, следующим шагом мы с вами изучим цветокоррекцию. И обратите внимание, у меня сейчас стоит вот выделенный фрагмент. Внизу я выбираю фильтр. Как видите, здесь богатое количество фильтров, они уже стоят по умолчанию. Если вам маленькие миниатюрки смотреть неудобно, вы можете справа нажать вот здесь вот на уголок, у вас откроются более такие крупные миниатюры, и вы можете работать уже непосредственно с ними, выбирая тот фильтр, который вам больше понравится. Ну, все это зависит от вкуса. И когда мы наложили фильтр, мы можем на наш экран просто нажать пальчиком и увидеть, было до применения фильтра и стало после применения фильтра. Внизу вы видите небольшую шкалу интенсивности, и вы можете снизить значение этого фильтра и можете поставить максимум, как говорится, дело вкуса. Но это, друзья, еще не все. Перейдя в коррекцию вот здесь вот сверху, мы можем дополнительно поработать, смотрите, с экспозицией, контрастом, яркостью, сделать более сочный наш снимок, наложить виньетку, можно добавить также резкости. И вот интересно еще у нас здесь такой момент, это оттенок. Если мы с вами будем двигать влево, то у нас появляются более такие фиолетовые оттенки. Это интересно на закатных фрагментах обрабатывать, накладывать именно такой оттенок. И двигаем влево, у нас более такие появляются изумрудные оттенки. Кликаем галочку. Также, друзья, вы можете изменить скорость в вашем фрагменте, сделать чуть-чуть быстрее или медленнее. Но не забывайте, все зависит от количества FPS. И если у вас камера снимает 30 FPS, то замедлять не нужно без необходимости, потому что у вас будет такое как бы рваное видео и будет видно переходы от кадра к кадру. Но ускорить всегда можно. Выбираем необходимый фрагмент, кликаем вот здесь вот на скорость. Выбираем стандартно, и здесь можно сделать скорость, например, в 2 раза, в 1,5 или в 2 раза быстрее. Кликаем галочку. И в нашем кадре будет немного больше динамики, если это, конечно, необходимо. И да, друзья, не забываем, в конце каждого клипа всегда нам программа по умолчанию вставляет рекламку, но ее очень легко удалить. Просто выбираем этот самый последний фрагмент, кликаем на него и нажимаем корзинку. И все, таким образом наш клип чистый, здесь только наше творчество. Итак, друзья, мы с вами создали проект, обработали его, наложили необходимые фильтры, сделали цветокоррекцию. Теперь, друзья, работа со звуком. Кликаем сюда вот сверху на нотку. Как вы видите, здесь можно добавить трек, можно добавить какой-то звуковой эффект, там, ну, летящий самолет, хлопающая дверь, еще что-то. И можете наложить свой голос. Кликните вот на правую кнопку «Голос» и можете оставить какой-то комментарий в каком-нибудь фрагменте, если это нужно.
Так же самое переходим мы в музыку, и здесь можно выбрать из имеющейся мелодии, а можно добавить мое аудио и из имеющейся библиотеки подтянуть сюда свой любимый трек. Ну, я делать не буду, я этот Reels, который у меня получится, размещу в инсте, там достаточно богатая коллекция современных мелодий, и в инсте можно выбрать ту мелодию, которая имеет большой охват, и это поможет продвижению нашего клипа. Ну, давайте сохраним. В верхнем правом углу кликаем на стрелочку. У нас появляется здесь вот такое меню. Оно есть автоматическое. То есть, как вы снимали, так у вас автоматом лягут ваши настройки. Либо переходим в ручной режим. 1080p по малому размеру. Это у нас разрешение видеоклипа, который пропускает та же, например, инста. Это достаточно стандартный такой формат видео, и 30 fps, 30 кадров в секунду, этого будет достаточно. Стандартные настройки. Все, нажимаем экспорт. Дальше ничего не трогаем, ждем, когда полностью шкала у нас заполнится на 100%, и это будет означать, что наш видеоклип сохранен. Ну и после чего мы можем уже перейти непосредственно в инсту и опубликовать Reels там, ну, либо в других любых соцсетях, которыми вы пользуетесь. Ну а на этом, друзья, все. Надеюсь, видео было полезным и интересным, поэтому не забудьте поддержать канал лайком, комментарием. Можете написать гневный комментарий, критикующий, я обязательно критику учту в следующих видео. И так как канал посвящен фотографии, то вы всегда можете перейти в группы ВК или в инсту и забрать в подарок парочку моих наборов авторских пресетов. На этом, друзья, все. Напоминаю, вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджо. Всем творческих высот, пока и до новых встреч!